Всем привет! Сегодня я расскажу, как я делал небольшой дровник на даче. Еще в прошлом году ураган повалил часть дерева возле сарая, и у меня образовалось некоторое количество дров. Дрова я решил сложить за печью. Первым делом с помощью рулетки прикидываю размеры будущего дровника. Ширину взял по ширине фундамента печи 230 см. Высота 130 см. Ширина на ширину уже напиленных дров в один ряд 35 см. Для изготовления дровника я взял старые доски от опалубки фундамента дома. Сначала болгаркой с наждачным кругом снимаю верхний слой с цементным молочком. Затем прохожусь несколько раз рубанком, чтобы немного подровнять плоскости кромок и пласти самой доски. Можно этого не делать, но тогда антисептика и пропитки уйдет намного больше. Да и всегда хочется сделать красиво, ведь весь необходимый инструмент для этого есть под рукой. Для дровника мне понадобилось 3 длинные доски для горизонтальных перекладин. 2 будут внизу и 1 вверху. Рулеткой отмеряю нужный мне размер и с помощью угольника карандашом провожу линию реза. Пилить длинные доски в размер буду с помощью моих верных помощников – дисковой пилы и шаблона для торцевания под углом 90 градусов. Подошву пилы натираю парафином, так она лучше скользит. Короткие вертикальные стойки удобнее пилить в размер на торцовке. А вообще, когда у тебя есть весь необходимый инструмент, пусть и не брендовый и дорогой, любая работа становится в радость. Примеряю переднюю и нижнюю горизонтальную перекладину к вертикальным стойкам. Чтобы сделать нормальные накладные укосины, я решил перекладину врезать в стойки. Размечаю места врезки. Эта процедура несложная и не требует каких-то особых навыков и инструмента, но надежность конструкции повысится значительно. Места для врезки я выпилил ручной пилой. Отлично получилось. В качестве крепежа использую гвозди. Здесь они более уместны, чем саморезы. По 2 гвоздя на каждое соединение. Укосины я делал под углом 60 градусов к основанию. Как отрезать доску, чтобы получить угол в 60 градусов на торцовке, все понятно. Ставим упор на 30 градусов. Доску кромкой прижимаем к упору, отрезаем и получаем угол в 60 градусов. А вот с углом в 30 градусов сложнее. Сначала отрезаю доску под 90 градусов, затем не кромкой, а торцом ставлю доску к упору и отрезаю под углом в 30 градусов. Получаю угол в 30 градусов. Эта операция достаточно сложная и требует опыта работы с пилой. Укосины обрабатываю рубанком. На кромке еще осталась монтажная пена. Кромки скругляю болгаркой с наждачным кругом. Для таких работ я использую круги зернистостью 60 или 80. Укосины прибиваю внахлёст. Гвозди у меня не простые, а оцинкованные, остались от крыши дома. Ими я прибивал ветровые планки, чтобы не оставалось подтеков от воды. Вылезшие с обратной стороны гвозди сразу же загибаю. Делаю заднюю стенку. Нижнюю горизонтальную перекладину задней стенки дровника прибиваю с внутренней стороны, чтобы дрова, которые меньше 35 см, не проваливались при укладке первого ряда, а верхнюю снаружи, чтобы не мешало укладывать дрова выше. Естественно, выставляю диагональ. Нет смысла ловить 2 диагонали. Достаточно посчитать по формуле, сколько должна быть одна диагональ, и выставить по ней доски. Вторая диагональ будет такой же автоматически. Заднюю стенку тоже решил усилить укосинами. Это решение пришло мне по ходу сборки конструкции, поэтому укосины пришлось сделать как получилось. С нижней стороны они приставные, а значит крепить их нужно на саморезы, а с верхней стороны накладные. Саморезы я взял конструкционные. Для всех своих более-менее серьезных построек последние лет 5 пользуюсь только ними. Эти укосины не такие надежные, но они тоже придают жесткость конструкции. Начинаю скреплять переднюю и заднюю стенки между собой. Опыта работы с гвоздями особо нет, поэтому получается несколько коряво.
Чтобы конструкция в ходе сборки не смещалась, я пользуюсь струбцинами. Готово. Чтобы продлить срок службы дровника, я обработал его антисептиком на водной основе синего цвета. Эти антисептики реально работают. Из всего, чем я пользуюсь, только этот антисептик и масло Дистерас реально защищает древесину от поражений. За 5 лет стройки я в этом убедился. Еще от строительства крыши беседки у меня осталась белая пропитка Люкс Декор. 5 лет простояла, и я решил, что хватит ей мариноваться. На серьезный проект она уже не пойдет, а на такой дровник самое то. И да, на момент выхода этого видео моему каналу исполняется ровно 5 лет. 5 лет я строю дачу своими руками и делюсь с вами этим созидательным опытом. Ведь создавать и творить – это всегда интересно и увлекательно. Установил конструкцию на свое место на подпорке из красного кирпича. Естественно, с такими пропорциями дровник сам по себе стоять не будет, и я закрепил его к фундаменту печи с помощью металлических уголков. Осталось дело за малым – сложить дрова, что были разложены по всему участку. Часть лежала здесь, часть была сложена под пленкой возле штабеля с досками. По моим подсчетам, такой небольшой дровник вмещает около 0,7 куба дров. На его изготовление ушел практически целый день. Ветер у нас преимущественно западный, дровник я расположил с восточной стороны, и это самое сухое место возле моей беседки. Дождь сюда практически никогда не достает. Даже по цвету видно, дрова, которые лежали под пленкой на земле, более темные и, соответственно, сырые. Сейчас у меня всегда будет небольшой запас дров для печного комплекса в беседке. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание и пока. До следующих встреч.